Привет, 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 песеры, с вами Морж, и все мы получили в игре письмо, что скоро обновляется версия eFootball 2022 для ПК и консолей. Чем это интересно для нас? Ребят, нам обещают мультиплатформенность, а значит, все, что будет реализовано на ПК и консолях, будет реализовано и на мобилках. То есть, по сути, мы сейчас, читая подробности обновления, можем узнать, что у нас будет и в скором достаточно времени. Пока по мобильной версии дату релиза не назвали, но давайте вообще посмотрим, что же Konami нам выдала на этот раз. Как всегда, Морж с вами. Давайте разбираться. Значит так, обновление выйдет 14 апреля 2022 года. Это хорошо. Мы предлагаем поклонникам футбола со всего мира возможность насладиться новым футбольным симулятором с беспрецедентным уровнем реалистичности. Ну да. Чтобы реализовать свою задумку, мы приступили к разработке игры eFootball 2022. Весь процесс должен был занять 2 года. Однако мы настолько сосредоточились на соблюдении графики, что упустили из виду самое главное — качество. То есть, ребят, мы такие молодцы, мы такие важные. Мы ж все для вас. Мы все для вас, а вот этот просер, это было только из-за того, что мы просто сосредоточились на аспектах. Естественно, от разочарованных поклонников игры впоследствии последовала вполне заслуженная критика, даже более чем заслуженная. После этого команда разработчиков начала усердно работать над тем, чтобы вернуть доверие поклонников нашей игры и сделать ее еще приятнее для любителей футбола по всему миру. Что хочу сказать, полгода, ребят, полгода у нас не работает единственный ивентовый режим в мобильной версии. Матчдей работает хрен пойми как. Сервера не пашут, соперников не ищут. Именно таким образом Konami старалась вернуть доверие поклонников игры, ведь мы так для нее важны. Реально сейчас в PES играет, наверное, самая лояльная аудитория, которая только может быть. Мы им прощаем все. Они в очередной раз, вы знаете. Ладно, все эти изменения стали возможны только благодаря вашим ценным отзывам, которые мы собрали в ходе опросов и сообщений в социальных сетях. Какие молодцы. Слезы наворачиваются. Многие из вас вдохновляли нас в нашем стремлении сделать игру как можно лучше. Эта теплая обратная связь заряжала нас энтузиазмом и сплачивала в единую команду даже в условиях пандемии. Вот честно, я знаю теплую связь, которая у нас была с Konami. Вот постоянно, с каждым обновлением, с каждым их сообщением, что-то теплое брызгало нам в лицо из экранов. Вам так не кажется? Вот прям что-то такое тепленькое. Естественно, это бред, это вот реально популизм политиков самого низкого уровня, которые гонят вообще того, чего нет. Какая обратная связь? Konami ни с кем не сотрудничает, они никого нахрен не слушают. Блогеры полумиллионники есть по тому же PES, они даже с ними не разговаривают. Какая обратная связь? Что несут эти люди неадекватные? Ладно, спустя 6 месяцев с момента первого выхода игры в сентябре, давайте прямо говорить, провала полнейшего, самая сука задизлайканная игра в Стиме, Прошло полгода. Мы наконец-то довели ее качество до достойного уровня и решили выпустить версию 1.0.1. Молодцы. Хотим вас заверить, что у нас еще есть несколько задумок, которые мы планируем реализовать в будущих обновлениях. Поэтому следите за новостями. Честно, я это читаю как, ребят, мы обосрались, но мы пока еще обосрались твердо. Мы еще жидко можем, вы вообще все охренеете. Ладно, давайте переходить к тому, что нам обещают. Это, наверное, интересует нас больше всего, чем мои разглагольствования и мой сарказм в их сторону. Но действительно, вы сами видите, сколько это длится и во что это превращается. Так, изменение управления в защите и новая команда прессинг. Да, ребят, в 22-й части прессинга как такового не было, они решили его вернуть, потому что действительно очень сложно обороняться. Куча хейта была в эту сторону. Слава богу, здесь это правильное решение, они возвращают прессинг. Вот, прессинг. Верните мяч своей команде, прессингуя игрока соперника, владеющего мячом. Сопровождать появится функция. Контролируйте соперника, который ведет мяч, передвигаясь мелкими шажками в низкой стойке. Это также поможет блокировать передачи и удары. Ну, вы понимаете, перекрывать зону, так называемая, двигаться в низкой стойке. Оттеснение корпусом. Отбирайте мяч, играя в корпус соперника. Этот прием особенно эффективен, когда соперник отпустил мяч далеко от себя или пытается его остановить. Хорошо, что для этого будут отдельные функции. У меня вот единственный вопрос: как нахрен на сенсорном управлении телефона, вот если без джойстика человек будет играть, как это все реализовать?
Понимаете, у нас нет 30 кнопок, куда это можно все запихнуть. Это будет очень сложно, это будет нереально сложно. Помимо принципов индивидуальной защиты, мы также пересмотрели элементы командной обороны. Теперь в игре реализована команда прессинг. За мяч будут бороться сразу несколько игроков, остальные будут блокировать возможные направления паса и смещать выше линию защиты, помогая вернуть мяч команде. Ну, наверное, что-то интересное. Кроме этих функциональных дополнений, изменений мы также значительно доработали другие ключевые элементы игры в обороне, поэтому она стала более отзывчивой и интуитивно понятной. Это хорошо. Улучшение пасов и новая команда «Ошеломительный пас». Ошеломительный. Да. В своих отзывах вы много писали не только об игре в защите, но и о пасах. Представьте, вы много писали, что игра в защите говно, но и пасы говно. Мы поняли. Многие из вас отмечали, что пасы выполняются слишком медленно и что при передачах допускается слишком много неоправданных ошибок. Да серьезно, правда? В связи с этим в игру были внесены улучшения с упором на игровой баланс и удобство управления. Огромное спасибо, пользователи, что вы писали. Мы же сами в свою игру поиграть не можем, мы хреново, мы этот футбол первый раз в жизни видим. У нас до этого вообще руководил проектом Индус. Он вообще в крикет играет, что вы от него хотите? Он футбол делает, а играет в крикет. Ну, серьезно, мы же не могли сами в свою игру поиграть и этого увидели. Спасибо, что отзывы пишете. Мы увеличили скорость пасов в целом, чтобы темп игры соответствовал вышеупомянутым улучшениям. Но действительно, PES 22... eFootball 22, точнее, ребят, тягучая до невозможности, я реально сыграл матчей 5 в нее, забросил, я не хочу в это играть, ну вот, такой, как она вышла осенью. Ладно, это хорошо. Так, что касается неточных передач, мы пришли к выводу, что они были вызваны действиями как пасующего, так и адресата, а еще вашими, вы виноваты, во время и после паса. В итоге мы исправили такие аспекты: лучшая адресация пасов, улучшен алгоритм принятия решений ИИ при получении пасов, улучшено перемещение адресатов пасов при получении передач. В результате этих исправлений значительно снизилась частота ненужных ошибок при передачах. Очень сильно на это надеемся. Кроме того, чтобы игра приносила еще больше удовольствия, мы добавили новый элемент, ряд команд под названием «Ошеломительный пас», который позволяет наносить удары по особой траектории. Эти команды позволяют задавать ритм атаки и точно отдать решающий последний пас. Короче, вода. Ну, типа, у нас будет какой-то ошеломительный пас, как он будет работать, что он будет из себя представлять, ни хрена не написано. Дополнительные настройки траектории мяча при ударах. Мы улучшили два аспекта, связанных с ударами. Повысилась скорость удара, причем основное внимание мы уделили реалистичности и соответствию ожиданиям пользователей. Откорректирована частота ударов по воротам с учетом игровых ситуаций. Опять же, ничего конкретного. Ого, так, сейчас будет опять. Кроме того, мы добавили в игру широкий спектр вариаций и траектории ударов в зависимости от ситуации. Например, резкий ошеломительный удар. У них все ошеломительное. Надеемся, это поможет вам забить множество красивых реалистичных голов. Надеемся. Стратегическое развитие путем улучшения функции дриблинга. Блин, кто это переводит? Вот честное слово. Что касается маневренности при дриблинге, мы значительно улучшили следующие моменты. Добившись реалистичности перемещений в противостояниях 1 на 1, поэтому теперь они будут приносить вам максимум удовольствия. Сюда относится более высокая точность отслеживания мяча и отклика на изменение положения левого джойстика, лучшая отзывчивость на команды рывка. К числу других функций улучшения можно отнести более высокую отзывчивость и более реалистичное поведение мяча для новой команды «Быстрое касание». А почему не ошеломительное касание? Вот я хочу, чтобы все было ошеломительное. А также более простое управление финтами. Надеемся, что теперь вы будете получать еще больше удовольствия от дуэлей с защитниками-соперниками. Главное, вот это, ребят, абсолютно стоит выделить. И вот здесь, наконец-то, я скажу: Konami молодцы, Konami спасибо. Теплые отзывы в вас полетят. Чтобы повысить стабильность подключения к сети и уменьшить количество матчей, прерванных из-за потери, мы решили перейти на клиент-серверную модель. Сука, наконец-то! Наконец-то вы поняли, что система peer-to-peer, то есть пользователь на пользователь, она мега конченая. Если у тебя противник лагает, то ты тоже лагаешь. Наконец-то до их маленьких канамевских мозгов дошло, что нужен сервер. Один соединяется с сервером, другой соединяется с сервером, и тебя не трогает, какая скорость интернета у твоего противника. И твой противник при помощи своего интернета не может рвать соединение. Неужели, да, они до этого дошли? Мы также постоянно ищем способы сократить время отклика матчей по сети. Ребята, рассказываю способ. В каждой стране, где представлен PES, вы делаете серверы. Все.
работает замечательно, и пинг будет минимальный. Это очень просто, это максимально просто. Вот вам рабочий способ. Он единственный, это единственный способ, который будет работать. Я хрен его знает, как вы его ищете, можете ко мне обратиться. Чтобы сделать игру максимально реалистичной, мы продолжим следить за ситуацией после обновления и по мере необходимости совершенствовать свой продукт. Серьезно? А я думал, выпустите и все, и забьете. Дополнительные функции, связанные с планом игры. Мы внедрили в план игры следующие дополнительные элементы и внесли изменения, чтобы вернуть некоторые любимые функции и исправили ряд проблем. Добавлен ряд функций, таких как смена тактической схемы, указание игрокам, автовыбор, подтактика, управление данными, улучшена обработка загружаемых данных для ускорения отклика. Ребят, что это говорит? Это то, что у нас в мобилке наконец-то мы сможем менять тактические схемы по ходу матчей, мы сможем двигать игроков. Это охрененно. Вот это действительно очень хорошая история, в общем-то. Описанные нами новшества только вершина айсберга, ведь мы реализовали множество других функций и исправлений, связанных с игровым процессом. Следите за новостями, а мы обещаем подробно рассказать об этой новой футбольной игре, когда выйдет предстоящее обновление. Новый процесс создания команды, тут особо ничего интересного, ну и мобильная версия, что пока даты нет, но мы очень стараемся. Что ж, хочется, наверное, подвести какой-то итог. Следите за новостями, а мы обещаем подробно рассказать об этой новой футбольной игре. А я вам обещаю, ребят, что как только будут выходить новости, я вам буду их рассказывать, я вам буду переводить с Konami из Konami нормальный, и надеюсь, вы меня в этом всем поддерживаете. Что по поводу новых функций, что по поводу серверов, пиши, конечно же, в комментариях, с удовольствием все это дело почитаем, поспорим, почему бы и нет. Ну а завтра у нас выходят иконики, информацию по ним ждите в 5 утра, раньше 5 утра подтвержденной инфы нет, а это все тыканье пальцем в небо. Так что в телеге она будет, в инсте она будет, наверное, и на ютубе тоже будет, почему бы и нет. На этом, ребят, прощаюсь, хорошего вам вечера, с вами был Морж, как всегда, пока-пока.